какая-то вот инновационность требуется постоянно в Европе, вот прям нужно всем доказать, что он инновационный. Конечно, сейчас большое внимание уделяется именно инновационности бизнеса, и по этой программе проще всего как бы. Наша команда Релокод, она может сделать из неинновационного что-то инновационное. Приветствую всех на канале, меня зовут Максим. Сегодня мы возвращаемся к одному из самых популярных направлений, это Великобритания, одно из самых любимых для зрителей. Чаще всего почему-то смотрят именно это направление. Поговорим о возможностях переезда сейчас и сравним разные типы виз сегодня. Поможет нам в этом Елизавета. Елизавета, привет! Как у тебя дела? Максим, добрый день, все отлично. Действительно, направление очень популярное, и понятно почему, потому что некоторые визы из этого направления, как, например, виза Global Talent, очень простые, и по ним сейчас легко уехать, даже если вы не находитесь в России физически. Да, вот мы сегодня поговорим, и я думаю, сразу начнем с такого вопроса, так сказать, чтобы понять, какая виза что из себя представляет, и их немножко сравним. Вот как понять, какая виза мне подойдет больше, например? Есть виза стартап, есть виза новаторов, и есть Global Talent. Вот какую выбрать? Да, всегда советую так. В принципе, виза Global Talent на самом деле достаточно... я думаю, что она стоит впереди всех этих трех виз, хотя бы потому, что стартап, новатора, эти визы созданы для предпринимателей. По визе стартап вы также можете заниматься предпринимательской деятельностью. Прошу прощения, по визе Global Talent вы также можете заниматься предпринимательской деятельностью, она вас в этом никак не ограничивает. Так что иногда нет смысла получать более сложные визы, как стартап или виза новатора, чтобы, если можно получить Global Talent. Но тут особенность в том, что она подходит далеко не всем. И это в основном только IT-специалисты, либо какие-то люди с бизнес-навыками в сфере IT. Поэтому, если вы к этому не относитесь, и у вас есть бизнес, который вы хотите развивать в Великобритании, то скорее для вас будут виза стартап и виза новатора. Тут в зависимости от того, насколько вы опытный предприниматель, был ли у вас уже когда-то бизнес в Великобритании, эти визы немножечко варьируются. Но, в принципе, их суть одинакова. Хорошо, спасибо. Какие сроки получения визы и где эти визы можно получить? Тоже по порядочку, если можно. Да, виза Global Talent, опять же, ее получают достаточно быстро. Если вы под нее подходите по критериям, то вы можете получить эту визу за 3-4 месяца. Что же касается виз новатора и виз стартап, то тут немножечко более долгие сроки, потому что там есть еще один такой большой дополнительный этап, это поиск endorsement body. В принципе, достаточно важный этап, который занимает около месяца или двух. То есть к этому сроку мы добавляем еще месяц или два. Таким образом, визу Global Talent мы получаем за 3-4 месяца, визу стартап или визу новатора мы получаем за 4-6 месяцев. Конечно, у них тоже есть свои преимущества, так что не надо думать, что как виза Global Talent это единственный такой лучший самый вариант, на самом деле нет. Для каждого подходит как бы своя виза. И касательно где это можно сделать, если вы срочно релоцировались из России, например, и сейчас у вас нет возможности туда вернуться, либо вы не хотите туда возвращаться, то, скорее всего, это виза Global Talent, потому что для нее не нужно иметь ПМЖ страны, с которой вы будете подаваться. То есть вы можете подаваться из какой-то страны, где у вас даже есть туристическая виза. Это не касается визы стартапа. Да. Это не касается виз стартапа, виз новатора, потому что вам там нужно будет, во-первых, вам нужно будет, в общем-то, иметь ПМЖ страны, с которой вы будете подаваться. Ага, хорошо. Да, кстати, это очень удобно, потому что не у всех есть вид на жительство какой-то страны, так что мы, наверное, для этих людей больше подходит, видимо, Global Talent, я так понимаю, чем стартап и новаторов. Хорошо, а есть ли какие-то ограничения по возрасту у этих виз? Вот тоже расскажи, пожалуйста. Да, этот вопрос, кстати, мне часто задают на консультациях. Такое ограничение есть только у визы талантов Австралии. Там 55 лет, вроде, если вы старше 55 лет, то вы не можете участвовать в этой программе. Для всех остальных виз таких никаких ограничений нет. Естественно, вы должны быть старше 18, но как бы верхнего порога там не существует. А вот из личных кейсов твоих, вот самый-самый, так сказать, возрастной человек, который по одной из этих виз подавался, вот какой был кейс?
Интересно просто. Мне кажется, что есть люди, которые подавались, будучи возрастом там 60-65 лет, я думаю, приблизительно. Я Мгм. не уверена, сколько им точно было лет, но около Ну, того. это удивительно. Так, да, люди в таком возрасте вообще не боятся и едут в другую страну, открывают свои компании. Это, конечно, впечатляет, потому что мы все думаем, что молодежь в основном движет идеей каким-то, какая-то мотивация есть, а нет. Вот, оказывается, есть люди, которые в 60, в 65 готовы поменять свою жизнь и начать что-то, новый этап своей жизни. Это круто. Хорошо, а что делать, если мой бизнес не инновационный? Ну, вот, то есть, я так понимаю, какая-то вот инновационность требуется постоянно в Европе, вот прям нужно всем доказать, что он инновационный. А если он, например, не инновационный, что делать? Ну да, просто на данный момент такие классические варианты релокации бизнеса в Европу, как просто открыть там компанию, если вы, например, не знаю, делаете, у вас есть, например, ресторан, и вы хотите его релоцировать, это уже не та история. Конечно, сейчас большое такое вот большое внимание уделяется именно инновационности бизнеса, и по этой программе проще всего как бы перевести бизнес, релоцировать бизнес. Ага. Поэтому, если ваш бизнес не инновационный, но он там успешный, либо он на какой-то идее, да, в стадии разработки находится, но по-прежнему он не инновационный, самый выгодный, самый простой вариант — это обратиться в Релокод. Мгм. И мы помогаем здесь с инновационностью. Здесь может быть разного рода эта инновационность. Она может быть на уровне бизнес-моделей, либо на уровне каких-то технологий, которые используются для, опять же, работы того же самого ресторана. Мгм. То есть это может быть классический бизнес с каким-то таким, в общем, щепоточкой чего-то Мгм. нового в нем. Мгм. То есть, я так понимаю, наша команда Релокод, она может сделать из неинновационного что-то инновационное, я так понимаю, да? То есть додумать какую-то идею, где-то доделать, и вот это возможно тоже, да? Да, это возможно. Мгм, здорово. А, так, такой вопрос. Можно ли семью перевести по этим визам? И вот тоже интересует, да, очень часто вопрос этот зрителей. Ну, да, естественно. Великобритания достаточно либеральная в этом плане страна, потому что вы можете перевозить не только ваших супругов и детей, которым Мгм. младше 18 лет, но также вы можете перевозить своих партнеров в рамках этой визы, да, если вы не состоите в официальном браке, и Мгм. ваших детей, которые старше 18 лет, при некоторых условиях, если у них самих нет детей, если они сами не замужем, не женаты, если они как бы от вас финансово зависимы. В таких случаях мы можем тоже официально в рамках этой же визы, то есть вы получаете, и они получают ее с вами. А, Если мы говорим про других родственников, сестер, братьев, сейчас это немножечко стало, и родителей, сейчас это немножечко стало не так просто, потому что раньше в Великобритании существовала Adult Dependent Visa, которая, в принципе, позволяла любого родственника близкого в Великобританию также перевести после того, как вы там уже прожили какой-то срок. На данный Мгм. момент это невозможно, ну, вернее, это намного стало сложнее, и эта Adult Dependent Visa теперь как бы конвертировалась в ту визу, по которой можно перевозить только родственников, которые нуждаются в постоянной помощи. То есть сейчас стало это намного сложнее. Но, в принципе, я думаю, некоторые пути все еще остались, и кому это интересно, могут обратиться к нам за бесплатной консультацией, потому что это Мгм. долго. Хорошо. Такой еще вопрос. Вообще, вот что ты посоветуешь тем людям, которые сомневаются, например, сейчас подаваться им в Великобританию или нет? Они, может быть, сомневаются на фоне того, что происходит, вот эти вот все события, геополитический кризис сейчас в данный момент. Вот что ты им посоветуешь? Все ли так гладко работает в плане документов в направлении Великобритании? Я советую не сомневаться, потому что в направлении Великобритании все действительно по документам работает гладко. Это не та Мгм. история, когда вам нужно предоставить очень много документов, вот эти все справки о несудимостях, апостили. Мгм. Этого ничего нет. Там, особенно для Global Talent, абсолютно, ну, базовый простой пакет документов, плюс все вопросы вашего быта в Великобритании, ну, на таком более Мгм. официальном уровне решаются достаточно просто. Э, Так что, в принципе, я советую не сомневаться и действовать, если вас интересует это направление. Мгм. Здорово.
Спасибо, Лиза, большое за прекрасную беседу. Да, мы сегодня коротенькое интервью по самым интересным вопросам отобрали и записали, но я думаю, что мы с тобой еще очень-очень много видео запишем и более подробно о каких-то моментах расскажем для наших зрителей. Спасибо, что смотрите, подписывайтесь на наш канал, дальше мы будем делать еще больше видео, и, соответственно, чем больше вы смотрите и лайкаете, тем больше людей увидит это видео. Спасибо большое, до новых встреч!